работы нам с вами понадобится плотный лист бумаги, простой карандаш. Обязательно используем ластик. Я буду использовать вот такой круглый предмет, который мне поможет нарисовать мордочку льва или его гриву. Обязательно я буду использовать краски. Краски можете использовать любые, те, которыми вам удобнее всего рисовать. Я буду использовать акварельные краски. Если использую акварель, значит бумага должна быть очень плотной, очень толстой, чтобы наш рисунок не покоробился, не помялся и не продырявился, когда мы будем разбавлять водой. Для гуаши подойдет просто альбомный лист. И, конечно же, для того, чтобы рисунок окончательно сделать более четким и красивым, нам могут понадобиться карандаши или фломастеры. Давайте приступим. Внизу рисунка нашего я хочу его оформить как открытку. Я прочерчу небольшую линию. И вот тут я отчерчиваю, и здесь я оставляю место. Если вы не хотите делать открытку для папы, то просто рисуйте льва. Далее мы размещаем где-то вот в этой части большой-большой круг и его обводим. Это будет грива нашего льва. Вот таким вот образом. Чтобы нарисовать внутреннюю часть, мы можем использовать какой-то предмет помельче, крышечку. Или вот если у вас есть такие трафареты, как у меня на линейке, можно использовать как на линейке. Но мордочка не обязательно должна быть круглой. Это совершенно не важно. У льва мордочка может быть и другой формы. И прорисовываем примерно вот так вот внутри еще. Пока мы рисуем карандашом наброски. Далее опускаем 2 линии вниз. Это будет тело льва. Вот так вот. Слегка выпуклые 2 линии. Конечно же, я пока отодвину краски. У льва у нас есть красивый длинный хвост. И мы его немножко делаем потолще. И на конце хвоста мы нарисуем вот такую кисточку. Далее рисуем нашему с вами льву ушки. В этой части и примерно вот так отмеряем. Маленькая. Стираем. Рисуем побольше. Вот у нас уже 2 ушка готово. Где-то по центру или чуть-чуть ниже мы рисуем вот такую линию и превращаем ее в треугольник. Мы не делаем очень острые края, а просто слегка сглаживаем. И львы у нас имеют вот такой мощный нос, да, и мы такими полосочками прорисовываем. Далее давайте нарисуем вот эту светлую часть полукругом через нос. Мы ее с вами прорисуем. Эта часть у нас будет светлой. И нарисуем вот так вот 2 полукруга. Это будет рот нашего льва. Вы можете сделать льва похожим на папу, например, да? И рисуем 2 глаза. В зависимости от того, как мы нарисуем, где мы нарисуем, выражение глаз у льва может быть разным. Поэтому здесь хорошенько подумайте, каким вы хотите нарисовать вашего львенка или льва. Я нарисую пока просто 2 таких кружочка черненьких. Его можно потом будет сделать побольше. Конечно же, будут усы, но усы мы уже чуть позже прорисуем. Теперь давайте перейдем к лапам. Лапы рисуются очень просто. Мы рисуем, намечаем слегка линию по центру, тоненькой-тоненькой рисуем. Мы ее потом сотрем. И одна лапа у нас будет с этой стороны, рисуем 1 столбик, и с другой стороны рисуем столбик. До самого низа не обязательно прорисовывать. И после того, как мы наметили лапки, мы эти полосочки можем обвести чуть-чуть пожирнее. А вот здесь мы можем нарисовать 2 таких полукруга. И вот так. 1, 2, 3.
Раз, два, три. Небольшие тоже полукруги, направленные вниз. И все, что у нас лишнее внутри лапок, мы стираем. Если вы хотите как-то что-то сделать с гривой вокруг, да, мы можем это с вами сделать. Я предлагаю нарисовать много-много вот таких вот тоже волн, направленных наружу. А можно оставить ровно сделать. А здесь мы с вами потом уже пропишем любимому папе. Ну все, теперь мы можем приступать к раскрашиванию. Раскрашивать мы с вами можем чем угодно, фломастерами или карандашами. Я буду раскрашивать, наверное, акварельными красками. Закрасим сначала всю мордочку внутри. Я пока все намочу. И ушки. И сразу же вот эту часть тела я тоже смочу. И, конечно же, хвостик. И возьму желтый такой теплый оттенок и раскрашу нашего льва. Даже если где-то что-то выходит за границу, то вообще ничего страшного. Быстро-быстро вот так вот закрасили. Видите, акварельная краска, ее хорошо видно, все, что мы нарисовали. То есть она не закрашивает очень плотно, плотным слоем то, что мы с вами нарисовали ранее. То есть набросок карандаша виден очень хорошо. Если мы будем брать очень густо краску, то она будет более насыщенной. Если мы будем брать совсем немножко цвет, то он получится у нас очень ярким. В данном случае я беру очень яркий цвет, прям густой, и стараюсь минимально разбавлять. Споласкиваю и выбираю оттенок, например, оранжевый. Хорошенько купаю кисточку. Вот так вот. И начну раскрашивать прям вот так по кругу, вести. Стараюсь рисовать сразу волнами. Так будет удобнее. Так. Очень непросто будет вокруг ушек раскрасить, но мы с вами очень постараемся. Сначала я прохожусь кисточкой по периметру, а потом закрашиваю то, что у меня остается. И вот тогда получается очень аккуратно. Если вы боитесь сделать что-то неаккуратно, возьмите кисточку потоньше. С ней работать намного легче. Смотрите, как быстро. И мы уже практически закрасили гриву льву. Конечно же, мы не забываем про хвостик. Вот такой вот красивый хвост. Можно добавить даже как будто бы там шерсть, да? Споласкиваем. Можно взять кисточку потоньше. Я сейчас поменяю. Возьму более тонкую кисть. Кисточки сразу споласкивайте хорошо. И если кисточка очень толстая, то постарайтесь сразу ее промокнуть. Так вы будете ухаживать за своими кисточками. Беру кисть потоньше. И беру цвет такой более коричневый, да? Золотистая охра, так называется цвет, такой похожий на горчичный. И теперь будем вот так вот добавлять по кругу, как лучики у солнца. Мы с вами добавляем текстуру, делаем, да? Смотрите, это уже больше похоже на
шерсти льва, и мы сразу видим много слоев. Можно пройтись много-много-много раз, а можно сделать такие одинаковые расстояния, да? Можно взять чуть более темный цвет. Например, называется он сиено-желтый. Если у вас такая же акварель для художников, как у меня, то там будут сложные названия. Я вам буду давать очень простые, понятные вам. И теперь сразу вот здесь обведем лапочки наши тоненькими линиями. 2, 3. Раз, два, три. Замечательно. Добавим немножко в хвостик вот таких линий. И теперь берем еще более темно-коричневый цвет. И вот здесь нарисуем в ушках. Раз, два. И опять же этим же более темным цветом мы можем прям вот так вот еще пройтись. И даже можем выйти за края. Это тоже будет очень красиво. Споласкиваем кисточку, промокаем ее хорошенько об салфетку и берем светло-коричневый цвет. И вот нашему льву вот здесь вот раскрашиваем нос. Мы его не стали раскрашивать сразу, чтобы дать подсохнуть. То есть вот эту часть носа мы с вами прямо закрасим. Можно взять немножко розового сразу, пока у нас еще есть краска. Вот здесь вот нарисовать. Оп. И здесь такой розовенький. И львенок у нас сразу такой становится мультяшный и сказочный. Ну что, успеваете? Я возьму еще немного коричневого и вот так вот прям пройдусь по краю, прям вот эту линию еще вот так вот растяну. Можно обвести ушки этой же тоненькой кисточкой. И дадим, наверное, ему пока подсохнуть. И давайте мы с вами нарисуем какое-нибудь украшение на фоне. Можно нарисовать цветы, которые очень просто рисовать акварельными красками, любыми другими. Можно нарисовать какие-то кружочки разноцветные. Можно просто галочки какие-то интересные разбросать по всему небу. Давайте, что же у нас может получиться? Давайте попробуем. Я возьму такой простой черный цвет. И вот такими припечатывающими движениями по всему фону, как будто бы это у нас какие-то обои, я разбросаю вот такие вот галочки, птички или сердечки. Смотрите, я просто припечатываю краску в разных местах. Если кисточка пропечатывает плохо, значит у вас мало воды. Вот такими галочками. И смотрите, какой у нас сразу интересный получается фон. Так, и вот здесь давайте еще сделаем. Споласкиваем кисточку, убираем. Пока наш с вами рисунок досыхает, нам льву нужно будет дорисовать чуть попозже носик, глазки. А вот здесь мы с вами напишем два слова. Да? Давайте попробуем карандашом примерно разделить. У нас есть два слова: любимому, папе. Любимому гораздо длиннее, поэтому мы с вами примерно обозначим
чуть дальше середины. Вот здесь должно слово закончиться. И вот здесь чуть меньшую часть мы оставляем на слово папа. Я возьму линеечку и очень очень тоненько выделю 2 полосочки, чтобы текст получился у нас ровным. Давайте попробуем. Не забываем писать первое слово с большой буквы. Лю. Би. Мо. Му. Я напишу таким, знаете, немножко мультяшным и скачущим текстом, но все равно все буквы, основное тело буквы сидит на одной строчке. И здесь мы напишем па. Можно написать папочке, у меня влезет, можно папе. Давайте напишем любимому папе. Вот так. Смотрите, как у нас здорово получилось. Теперь мы можем взять фломастер любого цвета, который вам нравится. Я возьму черный, чтобы вам хорошо все было видно. И обведу на несколько раз. О, мой фломастер не хочет писать. Я тогда возьму акварельку. И так как я могу написать очень аккуратно, я буду рисовать ей. А вы возьмите фломастер или ручку. Кое-где буквы можно утолщить немножко. Например, я люблю утолщать всегда самую первую палочку. И даже сверху можно немножко подчеркнуть такой ровной линией. И в конце поставим восклицательный знак. Это у нас капелька. Вот такая чудесная. И внизу ровно на строчке круглая точка. После того, как это просохнет, мы с вами обязательно должны стереть вот эти все вспомогательные линии. Пока у вас не просохло, мы этого с вами не делаем. После того, как все просохло, берем ластик и очень аккуратно убираем все карандашные наброски, которые нам очень бросаются в глаза. Без них рисунок будет казаться аккуратнее. Можно аккуратно подуть. Пока рисунок сох, я подобрала фломастеры. Оранжевый, коричневый, серый, черный. И немного вот тут есть розовый и желтенький у меня. Сейчас я буду с их помощью добавлять некоторые блики. Но начнем с черного фломастера. Мы добавим недостающие нашему львенку четко прорисованные глазки. Я рисую глаз и обязательно в центре оставляю блик. Далее второй глаз. Вообще, по идее, лучше начинать с левой стороны так, чтобы потом правые и левые глаза были одинаковые. Обязательно прорисуем нос, закрашиваем и оставляем опять маленький блик где-нибудь. Вот так. Маленькую такую точечку, видимую, да. Рот чудесный. Можно прорисовать сразу же усы. Рисуем от носа. Так будет тоже ус казаться острее. Еще один ус. 2, 3. Вот они, 3 уса у нас. Можно обвести уши. Здесь уже смотрите, как вам кажется, где вашему льву нужно что-то обвести. Я бы, например, обвела мордочку либо черным, либо коричневым цветом. Ведем очень аккуратно. Давайте попробуем, посмотрим, как будет смотреться, если обвести коричневым. Ну, тоже неплохо. Хорошо получается. Поэтому обводим коричневым. Где-то можете обводить черным. Обязательно обведем хвост. Вот такой вот. Где-то, если даже немножко неровный, вообще не страшно. Можно взять оранжевый. Давайте щечек. Надо было раньше прорисовать. Сейчас будет не очень удачно. У меня такой фломастер, который
размазывается, к сожалению, при смешивании. Поэтому черный все-таки лучше всегда оставлять на потом, если вы собираетесь что-то поверх еще рисовать. Я вот хотела добавить немного розового, чтобы щечки получились еще более яркими. Так, еще у нас есть вот эта мордочка. Можем добавить шерстку. Кое-где вот так вот. И здесь тоже. Не очень много, немножко совсем. Вот так вот добавляем шерстку. Можно попробовать с серым что-то сделать, да? Здесь уже смотрите сами. Здесь гриву хочется немного выделить. Я бы коричневым обвела вот так гриву поярче. Посмотрите, вот такая вот чудесная работа у нас сегодня с вами получилась. Мы с помощью простых элементов, таких как круг, овал и очень простых приемов нарисовали вот такую чудесную открытку. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Скоро выйдут новые уроки. Всем пока!